У меня для вас новость. Свободной журналистики нет. Вернее, эта свободная журналистика может быть, но только если вы начнете делать некоторые очень важные вещи. Вспомните, какая была журналистика еще 100-150 лет назад. Я в детстве с удовольствием читал рассказ Марка Твена «Журналистика в Теннесси». Отличная книжка с иллюстрациями. Журналистика зависит, поскольку это профессия, это оплачиваемая работа. Журналистика зависит от того, какая будет аудитория. 100-150 лет назад, даже 50 лет назад, аудитория зависела от издания. То есть, если ты приходишь, давайте понятными для вас сравнениями, приходишь в «Комсомольскую правду», то у тебя одна аудитория. У газеты «Правда» другая аудитория. У газеты «Пионерская правда» третья аудитория. А у «Роман» газеты четвертая аудитория. И везде разные гонорары. С одной стороны, журналист выбирает, где ему писать, автор, давайте так, журналист, автор, выбирает, где ему писать, пропорционально тому, какой гонорар ему платят. Но еще с учетом того, что за издание. То есть тот, кто писал для какого-то собеседника или огонька, вряд ли мог писать так же часто и успешно для газеты «Правда» или «Известия». Но общий смысл заключался в том, что до появления массового интернета и прежде всего до появления социальных сетей журналист и автор зависел от издателя, от издательства, от газеты, от средства массовой информации. Если ему это средство массовой информации не хотело платить, он не подходил под формат этого издания, он не соглашался работать за те гонорары, которые ему предлагали, значит, он оставался без денег, он оставался без возможности, давайте прямо, без возможности писать. То есть писать он мог, но работая где-то кочегаром и зарабатывая на жизнь чем-то другим, но не своей профессией. С появлением интернета, с появлением, с 2000-х годов, да, интернет появился в 80-е годы, с появлением... Да, интернет появился в 80-е годы. Потом появилась всемирная паутина уже в начале 90-х, а что-то похожее на социальные сети начало появляться в начале 2000-х. И вот тогда уже у авторов появилась возможность без посредников выходить на аудиторию и писать, и доносить свои мысли. Но еще не было возможности так хорошо монетизировать свой труд, как это делается сейчас. Сейчас же получается ситуация такая. С одной стороны, инструментов для донесения для вас информации очень много. Это социальные сети. Каждый из вас может открыть канал на YouTube, писать в своем аккаунте, иметь телеграм-канал, иметь в WhatsApp, я не знаю, канал, группу, как там называется, открыть Facebook группу. То есть каждый из вас имеет возможность выходить на широкую аудиторию. Другое дело, что вот такой избыток инструментов приводит к тому, что читатель,
у него просто разбегаются глаза. У меня есть некое подобие цифрового детокса маленького. Я чищу свой Телеграм, удаляю ненужные переписки, удаляю ненужные Телеграм-каналы, потому что очень часто бывает, ты подписываешься на Телеграм-канал, он тебе показался интересен. Ты на него подписался, но ты его не читаешь. Вот он висит, он же качает информацию, он, соответственно, забирает емкость памяти вашего устройства. Но ты его не читаешь. Потом вот я позаходил, сегодня у меня был приступ бессонницы, позаходил, почитал, ну, это все мне не интересно. То есть вот когда-то на импульсе я подписался, а сейчас неинтересно. К чему я это все веду? Издательства остались. Но издательства в электронном, конечно, виде, бумажные, я думаю, сейчас только рекламные газеты какие-то выпускают, которые непонятно кто читает. Издательства остались в электронные СМИ, но из-за огромной конкуренции между, по сути, ничем не отличающимися друг от друга блогерами, инфлюенсерами, какими-то анонимными телеграм-каналами и неанонимными каналами каких-то известных газет, ну типа Эль Мундо, Эль Паис, Гардиан, там какие угодно. То есть идет конкуренция, ну почти на равных, да, в выдаче Google газеты с репутацией именем стоят на более высоких позициях, но ведь мы не всегда пользуемся выдачей Google. Мы смотрим рекомендации по социальным сетям, мы смотрим какие-то вот в выдачу в YouTube, что они нам предлагают, там в других социальных сетях типа Фейсбука. И они конкурируют на равных. И из-за этого издания вынуждены себе брать, ну, супер горячие, супер кликбейтные материалы. То есть вы заметили, я это заметил с раздражением, заметил, что очень часто заголовки не соответствуют тому, что внутри. Заголовок заведомо кликбейтный, это уже просто можно заметить. Ну, например, сегодняшние утренние заголовки. Найдена формула урегулирования конфликта в Украине, как хотите. Ну, очевидно, что это кликбейт. И получается, что я, как автор, это, в общем, о своей проблеме вам рассказываю. Я, как автор, когда я прихожу в какое-то большое издательство и говорю, вот у нас, например, последний пример, вот у нас есть проблема с экологией в горячем ключе. Многолетний слив фекалий в реку Псикупс, приток Кубани. Река Кубань питает водой Краснодар, многомиллионный город. Типа горячий ключ город-курорт, говорят. Но помимо этого в Краснодарском крае есть проблемы и с проваленной мусорной реформой. И, кстати, не только Псикупс загрязняется сточными водами. И в Краснодаре такие сливы есть, и об этом много информации. И в других городах края похожие проблемы. Я думаю, почти в каждом. Ну, просто я в горячем ключе, так сказать, поймал власти на горячем. Я прихожу и говорю, ребята, в издание русскоговорящие, давайте я напишу вам материал, покажу не просто проблему, а то, как систематически чиновники не хотят этой проблемой заниматься. Уже сейчас мне приходят массовые отписки о том, что да, мы вот почитали, посмотрели, все нормально, все хорошо. Как определить, что это отписка? Определить тем, что вот начинается с кучи выдержек, ссылок на всякие законы. А сзади 3 строчки, все нормально, я сам дурак. В конце письма.
Приходят отписки или вообще никак не реагируют. Допустим, прокуратура горячего ключа ни одного ответа на мои заявления до сих пор мне не отправила. Она даже не ответила мне по ситуации с 22 годом. И я добавлял как предложение издательству написать об этих проблемах, о бездействии властей. Я предлагал написать о мусорной проблеме, о вырубке леса, об изменении генплана под маркой сохранения сельхозземель и одновременно о том, что много стихийных свалок образуются как раз на сельхозземлях. Или их наоборот застраивают, не переведя в ИЖС или в какое-то другое назначение. То есть предлагал такой ревью, обзор того, какие проблемы есть, для того, чтобы подчеркнуть, что это систематическая проблема, с которой власть не в состоянии справиться или не хочет справиться, что тоже скорее всего. Что мне отвечает издательство? А нам интересно писать. Это узкая проблема, мне написали. Все, что я перечислил, это узкая проблема. Что не узкая проблема? Написать в 100-500 раз о разливе нефти в Анапе? Я понимаю, почему издание хочет об этом писать. Потому что это хайп, потому что это кликбейт, потому что по большому счету так издание заработает больше просмотров, а больше просмотров значит больше денег от рекламодателей, больше денег от каких-нибудь там ютубов, платформ, которые платят за платформы. То есть про Анапу, мне кажется, уже сказано все. Сказано то, что власти не смогли отреагировать вовремя. Власти сознательно допустили эту проблему, выпустив в рейс танкеры, которым запрещено было ходить в рейс. То есть это вот просто преступление, которое совершили конкретные чиновники, которые выпустили эти танкеры с этим мазутом на рейд напротив порта Кавказ. И они там стояли в этих условиях. И судовладелец знал наверняка, в каком состоянии эти суда, потому что они проданы были за смешные деньги. Все понимали, все знали с самого начала. И физические свойства мазута, который будет оседать в толщу воды, потому что холодно, потому что он тяжелый, тоже все понимали. И то, что рядом нет, и непонятно почему не действуют службы для ликвидации разлива нефти, которые есть в каждом порту, где есть нефтеналивной терминал. Ближайший это Новороссийск и Темрюк. Есть еще и Роснефть, который тоже борется с разливами на земле, потому что часто бывает, что аварийные ситуации на скважинах, нужно бороться с разливами на земле. То есть все эти вопросы были власти понятны, должны были быть понятны с самого начала, но ничего не сделали. Порыв волонтеров искренний был использован для демонстрации единства народа. Но когда волонтеры начали говорить о том, что мы тут умираем в буквальном смысле, теряем свое здоровье, а вы нам не помогаете, дорогие власти, эти птицы погибают, потому что вам нужна красивая картинка, что вы, вот, волонтеры, вы очистили птичек, а мы их отпустили, все хорошо, прекрасная маркиза, не о чем беспокоиться. Вот это все я с самого начала еще в декабре писал, что так все и будет, волонтеров используют и бросят и будут еще потом долго тягать и выяснять, а что же они так сами соорганизовались и на что они деньги эти собрали и потратили. И организаторам обязательно прилетит, только не сейчас, а попозже. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И сейчас возникает другая проблема, связанная с очевидная, понятная любому из тех, кто может думать. Очевидная проблема возникает, связанная с тем, что песок собирают вместе с мазутом, свозят на плохо подготовленные, совсем не подготовленные площадки рядом с жилыми домами. И сейчас будет потепление в Краснодарском крае, весна, в районе Анапы отличная солнечная погода.
и мазут этот начнет испаряться, он начнет течь, пойдут дожди, он начнет течь вместе с водой. Все это можно легко спрогнозировать прямо сейчас. А то, что Анапа останется без песка и, соответственно, пляжей просто не будет, будут какие-то выступы ила, грунта, скальные выступы и какие-то ракушечники, то есть, по сути, пляжи перестанут существовать, а отсюда начнут и уже и дюны разрушаться, а дюны были важным элементом экосистемы. Это все можно спрогнозировать, об этом все можно написать, но об этом пишут все остальные. И не пишут о том, что власть должна понимать всю эту цепочку событий и последствия, которыми приводят. И я хочу как раз написать о том, что это системный сбой власти, который демонстрируется не только на проблеме Анапы, но и на проблеме, допустим, провала мусорной реформы, на других проблемах. Конечно, я хочу рассказать о своем любимом горячем ключе. И мне издания отвечают: узко, узко. Что тогда не узко? Узко — это просто способ сказать: нет, мы хотим что-то жареное, мы хотим что-то, чтобы было вот желательно слезопускающее. Погиб волонтер, там, не знаю, умерло много птичек из-за чиновников. Ну, что-нибудь такое. А то, что систематически на протяжении 3 лет отравляется река, приток Кубани, и на это все закрывают глаза, ну, это мелочь, маленькая локальная проблема. И то же самое происходит с рекой Кубань. Об этом тоже есть публикации. К чему я веду? Я веду к тому, что по-прежнему издания диктуют журналистам, авторам, что они хотят брать, чего они не хотят брать, за что они готовы платить, за что они не готовы платить. А готовы они платить только за какой-нибудь жуткий трэш, за какой-нибудь хайп. Вспомним историю Аси Несоевой, которая готовила ровно те материалы, которые были интересны изданиям, потому что там была жуть, там был ужас-ужас. Такое, что вот прям народ приходил, кликбейт, потому что это продавалось, вот почему. Спокойная журналистика, которая систематически по полочкам раскладывает, аргументирует те проблемы, о которых пишут и которые приводят к тем самым хайпам. Если завтра в каком-нибудь пионерлагере, ну условно завтра, летом, в каком-нибудь пионерлагере на берегу Краснодарского водохранилища отравятся или заболеют холерой какой-нибудь там сотни детей из Адыгеи, никто же ведь не вспомнит о том, что я написал в начале января письма правительства Республики Адыгея, Роспотребнадзор Республики Адыгея и в город Адыгейск. Я написал: ребята, все говно горячего ключа течет к вам, притекает в вашу республику, на берега Краснодарского водохранилища. Вы поливаете фекальными водами ваши помидоры в солнечной Адыгее и используете в тепличных комплексах и на других полях. И все это было, все эти мои обращения были замечательно переадресованы куда? Тем, кто виноват в этих загрязнениях, то есть в администрацию Краснодарского края и подконтрольную этой администрации, администрацию горячего ключа. Получается, что Республика Адыгея готова терпеть, что на нее в буквальном смысле спускают унитазы с Краснодарского края. Но когда начнутся проблемы со здоровьем, какой-нибудь трешак начнется, вот тогда будут об этом писать независимые в кавычках издания. И завершить я хочу чем? Тем, что у вас возможность есть читать, пускай не такие хайповые, но все равно злободневные, отражающие актуальные события материалы у меня
в социальных сетях, на Патреоне, на Бусти, на Buy Me a Coffee, поддерживать меня. Потому что моя задача не в том, чтобы сорвать банк и заработать 100-500. Увы, в журналистике очень мало платят. Еще меньше платят, чем в России. В России, видимо, переплачивают за риск. В Испании платят ужасно мало. Просто копейки на уровне выживания. И вы, приходя и поддерживая меня на Buy Me a Coffee, на Патреоне, можете, во-первых, прочитать то, чего вы не прочитаете ни в одном другом типа оппозиционном или независимом издании. Во-вторых, вы можете прочитать аргументированные материалы, потому что я дорожу своей репутацией, я дорожу тем, что как мое имя звучит. И я не буду писать как некая вымышленная персона хайповый материал только ради того, чтобы заработать какие-то 10 тысяч. Я буду писать материал, чтобы мне было потом не стыдно посмотреть в лицо своим детям. И, кстати, на Buy Me a Coffee тоже можно подписаться на ежемесячную подписку. Я там чаще всего размещаю новые материалы без цензуры, без влияния каких-то там редакторов, которым что-то нравится, не нравится. Я пишу исключительную правду, доказанную фактами. Напишите мне, где еще вы готовы меня поддержать, на какой платформе. Подписка на YouTube и комментарий — это поддержка номер 1. Все, всем пока. Да здравствует независимая журналистика.